Украина объявила о независимости. И? Независимо от Советского Союза. Россия не И? объявляла независимость. Россия вышла из состава союзного договора о создании Советского Вышла, Союза. при этом сохраняя ее юридическую силу. Кого юридическую силу? Советского Союза С чего вы за взяли? собой. Вы что, считаете, что вы Прописан в являетесь прописан в правопреемниками, что ли? декларации прописан, конечно. Крым, выходя из состава Украинской ССР, Мгм. Что? выходил как республика или А он как область? выходил? Ну, вот он не ответил, он выходил как Он не область или выходил как никогда. республика? Вы откуда? О чем общаетесь? Я из Астрахани. Да так, о книжках, о жизни. Понятно. Я из Киева. В основном о войне, Я из политике и истории. Мгм. Если есть Пообщаемся. вопросы, задавайте. Как вы смотрите на то, во что превратилась война, насколько она перешла из русла вашего какого-то освобождения, вопрос защиты уже вашей территории? Мгм. Я вас услышу. Как такового освобождения никто не обозначал. Было прошение постоянное о том, чтобы Донецк и Луганск освободили. Поэтому о каком освобождении вы говорите, я не знаю. Вы Вот. сами себе То, что она противоречите. переросла... А? Вы сами себе противоречите. Каким образом? Вы говорите, ни о каком освобождении не шла речь, просили освободить Донецк и Луганск. Освободить или и о освобождении не шла речь? Ну, освобождение — это когда освобождают именно территорию с помощью силы. А в данном случае пока идет просьба выйти из этой территории. Украинскую солдатов Украины. А вооруженные силы Российской Федерации не находятся на линии фронта в Украине? Нет, они находятся на территории республик Донецкая и Луганская, которые сейчас уже являются территориями Российской А Федерации. как они стали республиками? Референдум проект. На Это основании нормальное какого закона? цивилизованное государство. Никакого абсолютно основания прав, свободы человека. И в правах свободы человека есть какая-то такая статья, в которой написано, что можно провести референдум не на основании никакого закона? А назовите вообще международное право, юридические какие-то аспекты сейчас вообще действуют где-то или нет? Конечно, Можете мне безусловно. подсказать, где и когда вы можете привести пример реально, чтобы что-то где-то признали и где-то что-то прям по закону сделали референдум? Подскажите мне. Ну, смотрите, Швеция, например. Ой, В Швеция, Швеции тьфу ты, э, боже, как они, кто там у нас в этих в юбках ходили, кильтах, как их называют? Мне из головы вылетело. В Англии. в чьем составе они В сейчас Великобритании. также остались? То есть они ничего не, смысла не было в Референдум референдуме? не дал этот, они не набрали нужного количества голосов. Ну, референдум провели, все в соответствии с законом. Они попросили, им дали разрешение. Все Все соответствует отлично. нормам права. Все, и Россия, ой, Донецк и Луганск точно так же сделали. Назовите на основании какого закона, без проблем. Шотландия, На боже мой, основании Шотландия. Ой, я условий, вспомнил, Шотландия. 5 статья, На основании чего? 5 статья ООН, Пятой статьи ООН? да, насколько помню. Так ООН Или какая там статья, это я не организация помню, честно. международная, какое-то отношение имеет к Украине. Она же имеет юридическую силу, правильно же? Кто? Устав ООН? Ну да. Ну, устав ООН это не закон. Я же спросил на основании какого закона. Ну, а какого должны законы? Скажите мне. Ну, смотрите, если мы говорим с вами о выходе из состава Украины, то, следовательно, надо делать на основании законов Украины. Вы знаете, что такое закон? С чего вы решили, что на основании закона Украины?
Потому что выход из состава какого-либо государства, согласно даже международного права и устава ООН, делается на основании территориальной, то есть один из основных эмпирических принципов международного права – это территориальная Мгм. целостность государства, это нерушимо. И Мгм. если какое-то государство не согласно с тем, что из состава его выходят, значит это нарушает принцип территориальной целостности. Классно. А Крым, выходя из состава Украинской ССР, Мгм. Что? выходил как республика или А он как область? выходил? Ну, вот он не ответил. Он выходил как Он не область или выходил как никогда. республика? Давайте не будем спорить. Просто ответьте, как область или как республика? В смысле, мы не будем спорить, исходя из того, что вы задаете изначально Вы говорите, ложный вопрос. вы сперва ответьте на вопрос. Как область или как республика? Я не могу вам ответить на... Вы про какой год говорите? Из Украинской Советской Социалистической Республики? Да. Крым никогда не выходил. Когда она была областью и когда она стала республикой? Когда она получила статус автономии, вы имеете в виду? Вы знаете, что Республика такое стала. республика? Я спрашиваю, когда она из области стала республикой? Пожалуйста, вот Смотрите, этот момент. еще раз. Она из области не может стать республикой. Вы не знаете термины. Она может из области стать автономией, но из Ладно, вопрос области по-другому. республикой... В составе Украинской ССР она была областью или республикой В с составе 1954 Украинской года? Советской Социалистической Республики она была и областью, и автономным регионом, согласно референдумам, итогов референдума. Какого референдума и как она В стала январе республикой? месяце 1991 года на территории автономной точнее области в тот момент времени Крым прошел Мгм. референдум о восстановлении автономии. И согласно итогов Мгм. референдума в феврале Мгм. 1991 года там четко зафиксировано, что Крым Мгм. вернул автономию в составе В составе Украинской кого? В Советской составе? Социалистической Республики. Почитайте, пожалуйста, Вам этот зачитать, референдум. вы можете открыть документик? Давайте с вами вместе Я-то прочитаем. могу. Без проблем, я вам сейчас Просто я скажу там не номер увидел в документа. составе Без Я проблем. там не увидел в составе Украинской ССР. Постановление о итогах референдума Крым, 1991 год, февраль. Её зацепить. Дын-дырын-дын-дын-дырын-дын-дын. Так, 12 февраля 1991 года. Да, у нас получается. 12 февраля Не январь, по-моему. 1991. Нет, 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 это итоги референдума. Постоянно вы же в курсе, как итоги референдума закрепляются? Итак, закон УССР от 12 февраля, номер закона 712-римскими 12 о восстановлении Крымской автономной Советской Социалистической Республики. Видите? Мгм. Прочитайте первый пунктик. В составе кого? Восстановить Крымскую автономную Советскую Социалистическую Республику в пределах территории Крымской области в составе Украинской СССР. Пункт номер 1. Это вы Сразу сейчас что написано. читаете? Да закон этот. Это чё вы щас Закон УССР от Тоже 12.02.1991 номер 712-римскими 12. X и 2 палки. подождите, закон УССР или Конечно. закон СССР? УССР. УССР. Итоги референдума Закон проводятся УССР? Конечно. Подождите, а при чём Да. закон УССР вообще? Потому что Да, Республика да. Крым, в тот момент даже область Крымская, входила в состав Украины. Украинской Советской Мгм. Социалистической Республики. Поэтому итоги Мгм. референдума закрепляются исключительно Украиной. Так, читаю бюллетень. Голосование Да? по референдуму о государственном правовом статусе Крыма. 20 января 1991 года. Поставьте тот вариант, за который вы голосуете. Вы за создание Крымской автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза СССР и участника союзного договора. Все верно. Все. Там И? ни о каком украинском СССР там нет А разговора. где там про выход? Так там и нету.
том, что она в составе Украинской ССР. А там и не должно быть это написано. Вопрос оставался исключительно... А вы считаете, что оно должно быть в составе СССР? А почему тогда в Назовите мне 92 хотя бы одну году, автономию, которая была почему в отдельно... 92 году Да. вы... нет, вру, в 95 году вы отменили президента, да? Ой, мы сейчас к этому придем. Давайте закончим с основным вопросом. Можете мне назвать какую-либо автономию в составе СССР? По-моему, насколько помню, чечено-ингушская, Татарстан. Они были в Еще не составе помню СССР все конкретно. точности. В составе РСФСР. Я сказал в составе СССР. Вы же сейчас ссылаетесь на то, что якобы автономная область Крым стала в составе СССР. Вы же каким-то чудесным образом автономию вытягиваете из страны и впихиваете ее в союзный договор. Вы знаете, как это работает вообще? А вы знаете? Конечно, автономия не может быть в составе союзного договора, так как автономия – это часть какого-то государства. Она автономия в какой-то стране. Нельзя быть автономией просто так. Автономия не существует вне страны. На территории Российской Федерации очень много автономий. И каждая из этих автономий является частью Российской Федерации. Без Российской Федерации это уже не автономия, это какая-то отдельная страна. Она даже не может называться автономией. Потому что автономия, это значит, у нее есть какие-то ограниченные права от основного держателя территории. Угу. Так, отлично. А почему президент появился? Давайте с вами разбираться в вопросе. Вы согласны с тем, что я сказал, или у вас есть чем парировать? Нет, не согласен, парировать не буду. Почему не согласны тогда? Я сейчас объясню. Вы почему тогда парировать не собираетесь, если вы не согласны? Вам нечем парировать? Ну, мне нужно сперва понять, почему президент появился. Окей, в 1992 году, в апреле месяце, был подписан договор о разграничении полномочий между Республикой Крым и Украиной. Не договор, а соглашение оно называлось. В мае месяце создали первую конституцию. Первая конституция Крыма 1992 года, она противоречила этому соглашению, так как соглашение было уже потом прикрепленное как закон. Там были прописаны четкие конкретные нормы, что Конституция Автономной Республики Крым не должна противоречить Конституции Украины. В сентябре месяце 1992 года, обычно про эту конституцию все забывают, она неудобна многим русским, что в 1992 году было две конституции. Автономная Республика Крым, Верховный Совет именно Республики Крым, принимает новую конституцию, ссылаясь на то, что первая конституция майская была принята незаконно, так как она противоречила соглашению, который был подписан ранее. Они исправили положение данной конституции, поубирали оттуда все лишнее, то, что не должно было быть там. И Крым жил по этой конституции. Ну, вообще, и жил он так до 1900... Чего изменяли? Вы имеете в виду, что именно? Когда в 94 году, в 92 сентябре изменяли? Вообще, почему изменяли Конституцию? Вроде бы уже референдум был, проголосовали за автономную республику Крым. Причем здесь это? На основании чего было? Я так понимаю, вы не знаете, как это работает еще раз. Вы еще раз это подчеркиваете, точнее. Еще раз, референдум был, конечно, автономию восстановили, бесспорно. Причем здесь Конституция? Ну, у нее же Конституция появилась раньше, чем у Украины. У Украины Конституция появилась в тот же день, когда независимое государство Украина вышло из состава Советского Союза. Но вы об этом не знаете, поэтому я вам подскажу. Это Конституция, первая Конституция независимой Украины, которая являлась полностью составленная именно Украиной. Но в 1991 году, 26 декабря, была принята Конституция в Украине, которая была Конституцией УССР, и согласно постановлению Верховной Рады Крыма, оттуда были исключены упоминания про УССР, были исключены определенные положения, и это стало Конституцией Украины. И она была Конституцией Украины до 1996 года, поэтому Конституция в Украине была. Но опять же, вы об этом мало чего знаете. Так вот, в 1992 году, когда писалась Конституция Крыма, она не должна была противоречить Конституции Украины от 1991 года, принятой 26 декабря. Поэтому она противоречила этой Конституции, если мы говорим про майскую. И приняли сентябрьскую Конституцию 1992 года. Верховная Рада Крыма это приняла.
И Крым жил до 1994 года по этой конституции. Все было хорошо и замечательно до тех пор, пока Мешков вместе с Цековым не решили прибрать власть в Крыму. И они выпускают постановление, по которым они отменяют положение Конституции 1992 года сентября и принимают положение Конституции мая. При этом они ни на что не ссылаются. Они просто пишут, что в связи с тем, что там мы какой-то там народ, и мы хотим независимости, мы принимаем решение о том, чтобы сменить Конституцию. То есть законных оснований было ровно ноль. Они не могут сослаться ни на какую норму права, ни на какой опрос, ни на референдум, ни на что. То есть они просто так решили, хотя полномочий у них таких просто по Конституции не было. Автономная Республика Крым нарушает закон. Соответственно, Украина, применяя мягкую силу, отправляет письма с требованием привести в соответствие нормы и положения. И это продвигалось там длительный период времени. Сначала применение мягкой силы, потом идет применение угрозы, потом применение уже силы непосредственно, когда были отправлены войска. Поэтому Конституция не менялась. Конституция после 1996 году восстановила положение той Конституции, которая должна была быть и которая была принята Верховной Радой Крыма в 1992 году в сентябре месяце. А потом вышла новая конституция в 1996 году в Украине. И уже в 1998 году приняли новую конституцию в Крыму, так как она все так же должна соответствовать Конституции Украины от 1996 года, потому что она не должна противоречить. Поэтому некоторые положения Конституции Крыма были изменены, и новое положение 1998 года вступило в силу. Представляете, как все довольно просто. Да нет, все сложно. Да нет, ничего сложного Очень нет. сложно. Если вы умеете читать и разбираться, то могли бы это сделать. Но вам это не интересно. Вам интересно то, что вам рассказывают по телевизору. А я телевизор не смотрю же. Я же Это как раз понятное наоборот дело. гуглю. Я же как раз гуглю. Я не любитель смотреть телевизор и слушать именно по телевизору. Самое интересное. Но со мной вы явно не согласны, да? Я вообще не согласен. А в чем не согласны? Государство, которое само не является, так скажем, законным государством, которое стало незаконным, независимым, говорит о том, что Что сделал такое Крым закон? незаконным. Что такое закон? Что? Что такое закон? Не, ничего, незаконно. Не, дайте мне определение этого слова закон. Что это? Я не отвечаю на определение, я же не экзамен. Понятно. То есть вы Вы в ничего тот не раз, разбираетесь. вы в тот раз же точно так же зацепились за какие-то термины. Ну, Я серьезно. говорю, вы ни в чем не разбираетесь, вы просто очень много чего накидываете и выглядите, очень глупо, серьезно. Вы пытаетесь автономию засунуть То, в что вы союзный считаете договор. таким образом, это не значит, что вы умнее. Понимаете? Парируйте мне ответ, в чем Я же проблема? говорю, Украина является абсолютно сама незаконно вышедшим из состава Советского Союза. Какой закон был нарушен? Вы же вышли не в декабре месяце, вы же вышли в августе декабре. месяце, правильно? В насколько я декабре. помню? Нет, Украина Как же вышла вы в в декабре декабре. вышли? Ну, Нет, смотрите, в открываем с декабре вами вы такой уже документ. в декабре вы уже констатировали факт о выходе, а вышли вы в августе Каким месяце. образом констатировали факт? Заявив об акте Подождите, это как? независимости Украины, где вы непосредственно уже четко, вы до сих пор этот праздник празднуете, День независимости, да, по-моему, в августе месяце вы празднуете его. Почему не в декабре месяце вы празднуете, если вы вышли из состава Советского Союза именно в декабре? Но вы его празднуете именно, отмечаете именно в августе месяце. Соответственно, тем самым вы уже утвердили, что вы вышли из состава Советского Союза, а уже в декабре вы просто, так скажем, уже документально это просто подтвердили или образом. Поэтому Вы здесь серьезно говорить о том, считаете, что это так вы- работает? Вы знаете, А вы считаете, что как-то когда... по-другому работает? Я Вы понял. думаете, что я должен считать то, что делают незаконно? Вы Не, мы сейчас с серьезно? вами определимся с этим. Скажите, а когда День независимости Беларуси? Что-что? День А у них независимости есть День Беларуси? независимости? Конечно, есть. Вы что? Не знаю. Скажите, когда. 3 июля. Я не интересовался. 3 июля. А знаете, к чему приурочено это? К чему приурочен День независимости Беларуси? Как-то независимости. Ой, неправильно. Хотите, я вас очень сильно удивлю? Давайте. К дню освобождения от нацистских захватчиков Красной Армии Беларуси. Представляете себя
День независимости не всегда привязывается именно к конкретной независимости. Вот в Беларуси это просто освобождение от нацистов. В Украине это потому, что у нас есть конкретный документ. Но вышли из состава Советского Союза мы 26 декабря 1991 года. Мгм. Мгм. Вы мне сказали о том, что мы констатировали. Что в вашем понимании констатация? Документально и юридически констатируют, что вы вышли из Советского Союза. То есть, получается, все констатировали в тот день, Российская Федерация, Казахстан и все остальные констатировали. Не выходила из Советского Ну, Союза. подождите, они там есть, четко написаны, они в этом документе существуют от 21 Я вообще не декабря. считаю, что это является выходом из Советского Союза. Тогда, получается, Украина не Создан вышла из новый состава договор. Советского Союза? Украина объявила о независимости. И? Независимо от Советского Союза, Россия не И? объявляла независимость. Россия вышла из состава союзного договора о создании Советского Вышла, Союза. при этом сохраняя ее юридическую силу. Кого юридическую силу? Советского Союза. С чего вы взяли? Вы что, считаете, что вы являетесь правопреемниками, что ли? Прописан, конечно. Так Украина тоже правопреемник Советского Союза. Кто? Украина. Украина? С чего Конечно. Украина является правопреемником? Ну, давайте с вами зайдем на такой сайт. Называется он Министерство иностранных дел Российской Федерации. Знаете такой сайт? Угу. Смотрите, заходим мы на сайт Министерства иностранных дел. И есть тут такой документик. Где он тут у нас? Вот он, mit.ru. Называется многосторонние договора. И вот правовой департамент МИД России, перечень многосторонних договоров, договор о правопреемственности в отношении внешнего государственного долга и активов Союза СССР. Заходим на фотокопию документа. Открываем с вами статью. Секундочку, откроется. Да. Итак, статья номер 2. Сторонами настоящего договора являются государства-правопреемники СССР, в дальнейшем именуемые стороны, а именно Азербайджанская республика, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, РСФСР, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина и Эстонская республика. Ой, получается, что все члены Советского Союза являются правопреемниками Советского Союза. Абсолютно нет. Ну как это? Читайте сами, если вы мне не верите. Хотите прочитать? Можете сами открыть. У вас же там есть интернет рядышком. Зайдите на сайт mit.ru, официальный сайт. Откуда в России интернет? Айте, боже мой, неудобненько, да, получается у вас? Нет, почему? Ну почему? Все нормально. Ну неудобненько. Знаете, видите, как у нас с вами отличается диалог? Я вам факты, а вы мне вашу мысль, которая ни к чему не привязана. Я вам документ, например, читаю, который хранится на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации, где черным по белому закреплено, что каждое государство, член Советского Союза, является правопреемником Советского Союза, а вы мне просто вашу мысль, которая ни к чему не привязана. Да перестаньте. Ну давайте, что вы мне хотите прочитать? Ратификация была международных договоров при СССР. Она была обусловлена? Чем? Если вы не в курсе, то согласно Венской конвенции о правах международных договоров, ратификация требуется тогда, когда она была обусловлена документом. Скажите, Украина подтверждала свои обязательства по Да. международным договорам, которые Всё были верно. ратифицированы с провозглашением независимости Украины. Вы о чем именно говорите? Еще раз. Про что вопрос? Про долги или про что? Или про правопреемственность? Вы как-то уходите от темы. А в чем здесь про правопреемственность должна была ратифицировать Украина? Ну, вы здесь вроде бы и соглашаетесь, что вы являетесь преемниками, но при этом вы от кредитных договоров
СССР Абсолютно отказывается. неправильно. Украина 4 раза инициировала требования Российской Федерации о создании межгосударственной комиссии, по которой Российская Федерация должна была пересчитать все активы, которые она взяла для того, чтобы погасить долги, и рассчитаться со Украина не всеми несла членами. ответственности по кредитным договорам СССР, которые были подписаны после 1 июля 1991 года По без какой согласия причине? Украины. По какой причине? Потому что Украина передала все свои Здесь активы. не указывается причина. Потому что Украина передала все свои активы. Это так называемый нулевой договор. Когда Украина отдала все свои активы, а Российская Федерация, и это не только Украина, это все республики состава Советского Союза подписали. Все республики передали свои активы для того, чтобы Российская Федерация покрыла долги. А после того, когда Россия покрыла бы долги, она должна была пересчитать эти активы и раздать в равных частях каждой республике ей причитающиеся части активов. Но Россия, как обычно, долги позакрывала, активы забрала себе, ничего не пересчитала и ни с кем не рассчиталась. Украина 4 раза этот вопрос инициировала. Мгм. Угу. Так что там по Ну, правопреемственности? Ты ж мне рассказывал о том, Зачем что России была... Россия правопреемник. В чем? Где ты это увидел? Только единственный. Ты ж читать пошел документ Что? какой-то, что она правопреемник в одном лице. Я не читал по поводу России. С чего вы решили, что я по поводу Так России? Россия правопреемник в одном лице Советского Союза. Да, Где такое написано? Конституция, Декларация В суверенитета. Конституции чего? Российской Федерации? Мгм. В Конституции Российской Федерации, Читака, написано, что Российская Федерация является правопреемником Советского Союза на своей территории. Я тебе по секрету скажу, что Украина является правопреемником Советского Союза Ну, на своей читайте, где это территории. написано. Где написано что? Читайте. О чем, Просто подожди? Россия. О том, что Россия является правопреемником на своей территории? Мгм. В Конституции написано, статья 67.1, если не ошибаюсь. Можешь открыть, прочитать. Давай вместе прочитаем с тобой. Конституция 67 Конституция Российской Федерации. РФ. Только свежую открывай, которая у вас на сайте президента хранится. Территория Российской Федерации включает в себя Так, Так, президент России. Конституция Российской Федерации. статья 67. Российская Федерация является правопреемником Союза на своей территории, а также Ой, правопреемником, правопродолжателем Союза СССР в отношении членства в ой. международных Ну, организациях международная и организация органах никакого участия отношения в не имеет к международных государству. договорах, а также отношения, предусмотренных Да. международным договорам, обязательств и активов Союза СССР за Что там пределами написано? территории На Российской своей территории за пределами правопреемником. территории Российской Федерации. Еще раз, что написано? Что является Российская Федерация? На своей территории правопреемником Советского Союза. Черным по белому, да. А также вы там в международных правопреемником Союза в отношении организациях. членства в международных организациях Да, и да, органах да, участия в международных да, договорах, а да, также в отношении предусмотренных международными да. договорами обязательств и актив Союза за пределами территории Российской Да, Федерации. вообще бесспорно. Все, что вы там подписали по документам, это все бесспорно. Еще раз, вы правопреемники непосредственно самого Советского Союза. Я ж не спрашиваю про международные организации. Я спрашиваю про Советский Союз. Что написано в Все Конституции? правильно, на своей территории. А На чьей своей мы еще территории. должны? А Российская, На чьей Российская территории мы должны? Федерация является А на чьей правопреемником. территории мы Ну должны зачем быть? ты меня А забалтываешь? на чьей территории? А на Ты чьей же мне территории мы должны быть? рассказываешь о том, что вы правопреемники всего А на чьей Советского территории мы должны Союза. быть еще? На чьей территории мы еще должны быть? Все, ты договорил? Не будешь перебивать меня больше? Еще Я тебе раз. вопрос задал. Ты Если мне не слышишь. рассказываешь о том, что вы являетесь правопреемниками всего Советского Союза. Нет, Я вы тебе не являетесь рассказывал, я тебе вопрос задал. правопреемниками Я тебе Советского вопрос Союза задал. только Я на тебе своей вопрос задал. территории. Украина Я тебе является вопрос правопреемником территории Советского Союза на своей территории. Беларусь на своей, Мгм. Казахстан на своей. Это очевидно. Какая статья Украина? В Конституции у нас не написано, это в законе у нас написано. Закон о правопреемственности УССР, принятый в 1991 году.
Так, с момента провозглашения независимости Украины высшим органом государственной власти являлся ее Верховный Совет. До принятия новой Конституции действовала Конституция УССР. Законы и другие акты О, УССР видишь, действовали и на с этим территории вопросом мы Украины разобрались. при условии, если они не противоречили законам Украины, принятым после провозглашения независимости Украины. Органы государства, именованные на основе Конституции УССР, действовали для создания государства на основе Конституции Украины. Государственной границей являлась ее государственная граница в составе СССР по состоянию 16 июля 1990 года. Украина подтверждала свои обязательства по международным договорам, которые были ратифицированы в СССР до провозглашения независимости, Все верно. провозглашала себя правоприемником прав и обязанностей по договорам УССР, которые не противоречат Все Конституции верно. Украины и интересам республики. Украина несла ответственность по кредитным договорам, которые были подписаны после 1 июля 1991 года без согласия Украины. Все граждане СССР, которые постоянно проживали на момент провозглашения независимости Украины, на ее территории становились гражданами Украины. Ничего себе, смотри, ты А то, что все ответы прямо сейчас Конституция себе прочитал, что Украина также является правопреемником договоров, которые были подписаны, которые относятся к Украине. Украина является правопреемником своей территории Советского Союза. И все договора, которые были подписаны, Украина тоже их переподписала. Прикинь. что смешно? Ну, ты сейчас сам себя закопал, прочитав этот текст. Ну, если ты понял, что ты прочитал. Но, скорее Подождите, а всего, ты почему вы сейчас решили, скажешь, что это все почему не вы решили, так. что я себя закопал? Ну, потому что ты сейчас дал ответы на все свои же вопросы. Украина является Мгм. правопреемником Украинской Советской Социалистической Республики и Советского Союза на своей территории. Украина взяла на себя все такие же самые обязательства, и Украина точно так же закрывала все вопросы. Поэтому твой тезис такой себе. Теперь по поводу того, что ты сказал, что якобы Украина незаконно вышла. Кто постановил, что Украина незаконно выходила из состава Советского Союза? А кто должен был постановить? Но ты же говоришь, что это было незаконно. Определение законно или незаконно определяется только судом. Он может постановить, был нарушен закон или нет. Референдум был о О выходе из чем? состава Не требуется референдум. Не требуется? Нет, открывай Конституцию Советского Союза на 1978 года, статья 72. Там черным по белому написано, что за каждой республикой остается право свободного выхода из состава Советского Союза. А референдум это уже не свободный выход, это уже условие. Говори, говори. Я тебя слушаю. Не, я жду твой ответ, я тебе уже ответил. Не, я тебя услышал. У меня Давай. ответа к тебе нет. С чего ты взял, что незаконно Украина вышла из состава? Не было референдума. На основании чего ты решил, что он должен быть? На основании закона 90 А что выше, 90-го года Конституция или закон? о выходе из состава. Что выше, Что-что? Конституция или закон? Глупое суждение. Закон тоже должен соблюдаться. Нет, я спрашиваю, что выше, Конституция или закон? Это процедура. Закон это процедура. Закон это процедура. А если закон противоречит Конституции, что работает? Если закон Что-что? противоречит Конституции, что работает? Почему он противоречит? Чего вы Ну, решили, потому что что, он еще раз, противоречит? статья 72 Ну, это был Конституции, принят, подождите, закон был принят Верховным конечно, Советом? конечно. А почему он противоречит Конституции? Отвечаю тебе еще раз. Статья 72 гласит о том, что за каждой республикой остается право свободного выхода. Абсолютно любой референдум или любая процедура является уже условиями выхода, которые требуется соблюдать для того, чтобы выходить оттуда, откуда угодно. Следовательно, это нарушение 72 статьи Конституции. Мы регламентируемся Конституцией Советского Союза. Она выше имеет свой юридический статус. Мгм. Угу. Не услышал юридическое основу. Еще раз. Иерархия законов, иерархия подчинения. Сначала идет Конституция, дальше идут законы, дальше идут подзаконные акты, потом идет все остальное. Да, Закон процедура идет под была принята или нет? Конституцией. Процедура чего? Процедура была Ну, принята. давай тогда поиграем в твою Процедура игру. о выходе. Давай поиграем в Процедура о твою выходе игру. была. Вопросов нет. Скажи мне, в акте провозглашения независимости есть хотя бы слово о выходе из состава Советского Союза?
Что, еще раз не понял. Ну, ты ссылаешься на акт провозглашения независимости. А где там говорится о том, что Украина выходит из состава СССР? Не понял, еще раз вопрос. Где в акте о провозглашении независимости хотя бы слово о выходе из состава СССР? Как называется акт независимости? Акт провозглашения независимости. 91 же год, да? Какой? 91-й, да. 91-й, все верно. Так, акт провозглашения незалежности Украины, выход из... Нет, текст открой мне. Где там в тексте про выход из состава СССР? А независимость от кого тогда выбрана? И я хочу услышать от тебя, где про выход. Так независимость от кого объявляется? Смотри, независимость не говорит о том, что... Говорите, независимость от кого? Вообще вопросов нет. Еще раз, независимость не говорит о том, что мы из состава договора не вышли или вышли. А что говорит? Ну, например, в состав Европейского Союза входят разные страны независимые. Они же остаются независимые, но при этом входят в состав союзного договора. У нас есть союзный договор. Союзный договор называется договор о создании Советского Союза. Независимость никаким образом не говорит о том, что мы выходим из союзного договора. Мы же говорим про выход из состава, правильно? Очевидно. Я хочу услышать, где там есть хотя бы одна какая-то формулировка про выход из состава Советского Союза. Удиви меня. Декларация про державный суверенитет Украины и Верховной Украинской Радянской Социалистической Республики. Статус Организации Объединенных Наций. Традиционно удовлетворяет. Ну, в результате переворота в Советском Союзе. Какого переворота, кстати? Ответ на мой вопрос можно услышать? Я же говорил, то, что вы объявили независимость же от Отлично. Советского Союза, Какое это правильно? отношение имеет к выходу из состава СССР? А это не есть выход из состава? Я вам только что объяснял в деталях, как это А я не работает. слышал, что вы говорили. Когда Советский Союз создавался, кто его создавал? Не помню. Не помнишь? Ну окей. Еще раз, где там хотя бы слово про выход из состава Советского Союза? Там нету во выходе. Все. Почему у них интернет всегда ломается? А не, починился. И, следовательно, исходя из того, что Украина провозгласила акт о независимости, в котором нет ни слова про выход из состава Советского Союза, референдум прошел 1 декабря. 8 декабря Украина принимает участие в Беловежских соглашениях. 12 декабря Украина принимает участие в Алма-Атинской декларации. 26 декабря Украина принимает участие как член Верховного Совета Советского Союза, что является противоречием тому, что вы говорите. Исходя из того, что Украина якобы вышла из состава Советского Союза 1 декабря или провозгласив себя 24 декабря, то 26 декабря Украина не может принимать участие как член Верховного Совета СССР, принимающая решение о создании СНГ и прекращающее существование Советского Союза. Вот не может она. Если мы вышли из состава Советского Союза, то мы не можем принимать никаких решений. А мы принимаем решения, значит, мы еще в составе Советского Союза. Да, декларация 26 декабря, можете зачитать ее, если вам так интересно. Там прописаны все те члены, которые приняли решение о том, что Советский Союз прекращает свое существование. И Российская Федерация в тот же день тоже вышла из состава Советского Союза, потому что Советский Союз перестал существовать. Угу. Беда, трагедия, да, какая у вас? Нестыковка. Нет, для меня все равно Украина все равно. Да, понятное дело, в вашем случае это называется... В вашем случае это называется... Глаза, хоть ссы в глаза, все равно Божья роса. Непосредственно не выходите. То, что вы оправдываете этот выход, это не значит, что
понимаете? У меня Но мнение, оно не поменялось, и говорит остается правду. таким, как прежде. Так мнение должно на что-то опираться, а сейчас у вас Я лицо, а вы сказал, ответить процедура ничего о не выходе из можете. состава Советского Союза, Россия ее соответственно, Украина нарушила. Почему является Россия не сепаратистом в проводила? данном случае. Почему Россия не проводила референдум на территории своей страны, когда выходила из состава Советского Союза? Что-что? Почему Россия не проводила референдум, когда Мы не выходила из состава? объявляли, Что что такое мы вышли из Советского денонсация? Союза. Мы не объявляли об Что этом. такое денонсация? Я же говорю, мы остались в составе Что Советского такое Союза. денонсация? Договор денонсировали, Что это но такое? из него не выходили. Что такое То есть мы денонсация? сами Определение являемся можете сказать? правообладателем Советского Союза Что внутри такое своего денонсация? государства. А с кем вы в союзе? Подождите, А с кем как вы ты в будешь союзе? повторять за мной? С кем-